Всем привет, с вами Арнел Нутелла, я Лешик. Девочка, папа и Арнел Нутелла, конечно же. И сегодня мы будем читать классную сказку от папы Арнел Нутелла «Корабль Ноя». А мы начинаем. Наш любимый партнер – магазин детских книг Вилки Букс. «Ну и дождь льет, как из ведра», — сказал Ной. «Кажется, он никогда не кончится», — вздохнул королевский пингвин. «Скорее на корабль, не то утонете!» — крикнул Ной животным, и все поспешили на борт. Началась давка, каждый хотел подняться первым. «Эй вы, в очередь!» — возмущался королевский пингвин, размахивая крылышками. «Ждите своей очереди!» «Проходите по двое!» — велел Ной. Мадам Носорог только что поела и теперь клевала рогом. Ее супруг в спешке задел двух жаб. «Поаккуратнее нельзя?» – проквакала жаба. Это ква-ква. Ква-ква, говорит лягушка. Жаба. «Как бы ты нас не растоптал!» «Вечно Так. я всех раздражаю», – пробурчал Носорог. «Да ладно тебе!» – зевнув, отозвалась его жена и стала спускаться в трюм. Вскоре ей удалось найти тихий уголок, где она и устроилась поспать. Прилетели конюки и тут же принялись строить гнездо на трубе. «Там нельзя строить гнезда!» – крикнул им Ной. «Там нельзя, тут нельзя!» – проворчали птицы и, слетев на нос, обиженно уставились на дождь. Две землеройки испуганно покосились в их сторону. Они бы предпочли спрятаться у Ноя в кармане. «На моем корабле все животные соблюдают мир», – успокоил их Ной. «Здесь нельзя никого есть». «Думаешь, это правда?» – прошептала землеройка. «То нельзя, сё нельзя», – прошептал конюк. «Ра-та-та-та-та!» – застучало вдруг где-то наверху. Это был дятел. Он... Это знаешь как? Ра-та-та-та, ра-та-та-та. Это был дятел. Он решил, что труба – это дерево, и стал долбить себе дупло. Но труба была железная, и у дятла разболелся клюв. Дятел спустился в трюм. Темень там стояла кромешная. Хоть глаз выколи. Тьма. Темень, темень. Где? Вот, видишь? Темень. На берегу, в конце концов, остался один носорог. «Вечно я всех раздражаю. Отчаливайте уже», – пробормотал он. «Здесь для всех места хватит», – сказал Ной. «Залезай». Но носорог покачал своей большой головой и крепко зажмурился. «Раскомандовался тут», – подумал он. «Я сам себе хозяин». Ной посмотрел на королевского пингвина. «Что будем делать?» Королевский пингвин дал Ною морковку. И Ной помахал морковкой у носорога перед носом. Ноздри у носорога задрожали, он приоткрыл один глаз и потянулся за ней. Но тут Ной сделал шаг назад. Носорог шагнул за ним, и так, шаг за шагом, Ной заманил носорога на корабль. Но лишь когда они оказались на борту вместе со всеми, Ной разрешил носорогу сгрызть морковку. «Интересно, с какой стати этому ворчуну дают морковь, а нам нет?» – возмутилась землеройка. А дождь все шел и шел. Скоро вода была повсюду, и корабль Ноя отправился в путь. Орангутан и гиббон забрались на трубу и устроили там возню. «Слезайте!» – крикнул Ной, но обезьяны продолжали веселиться. «Тогда пеняйте на себя», – сказал Ной и завел мотор. Корабль задрожал, из трубы повалил густой черный дым. Несмотря на морковку, настроение носорога не улучшилось. «Здесь слишком тесно», – жаловался он и беспокойно ходил взад-вперед, раскачивая корабль. Пятачки у свинок позеленели. «И зачем было его уговаривать ехать с нами?» – стонали они. «Всем на меня плевать», – бубнил носорог. Тут на плечо Ною села божья коровка. Она, конечно, тоже хотела плыть вместе с ними. Ной поднял руку, чтобы божья коровка заползла на кончик его указательного пальца. «Божья коровка, полети на небо, попроси у Господа хорошей погоды», — сказал он. Но божья коровка вернулась к Ною на плечо. В такой ливень ей совершенно не хотелось никуда лететь. Что ты хочешь сказать? Носорог, фыркая, шатался по палубе, и то и дело кого-нибудь задевал. Ной дал ему еще морковку, чтобы он немного успокоился. «Хочешь тоже морковки?» – спросил Ной свинку. «О нет!» При одной мысли о еде свинка позеленела еще сильнее. Ной положил морковку рядом с ней.
на случай, если она передумает. Носорог пошел за Ноем. «А еще есть морковь? Я страшно голоден». «Стой спокойно», — взмолилась свинка. «Ты перевернешь корабль». «Не смей мной командовать», — рявкнул носорог и съел ее морковку. Ной попробовал почесать его за ухом. «Не волнуйся», — носорог помотал головой. «Вечно я всех раздражаю, что бы я ни делал, все не так». Ной вздохнул. «Кажется, дождь приутих?» — спросил Ной. «Ну разве что самую малость», — сказал королевский пингвин. Божья коровка сидела на плече у Ноя. «Божья коровка, полети на небо, попроси у Господа хорошей погоды». На этот раз Божья коровка поднялась в воздух, но не увидев, где кончается вся эта вода, поспешила вернуться к Ною на плечо. Вдруг из трюма раздались страшные вопли. «Караул!» — выла гиена. «Мы тонем! Караул!» «Что случилось?» — крикнул Ной. «Это все дятел, пустая башка!» — прошипела змея, выползая на палубу, мокрая с головы до хвоста. Он продырявил борт, вода хлещет в трюм. Дятлу хотелось спрятаться, да куда-нибудь подальше. «Что ты натворил?» — спросил Ной. «Ой, я как-то не подумал, что с той стороны вода, но дырочка совсем маленькая, малюсенькая». «Вода в трюме!» — кричала гиена. «Мы тонем! Все к помпам!» «Помпы?» — спросил Ной, глядя на королевского пингвина. «А мы их взяли?» Королевский пингвин покачал головой. «Забыли!» — тихо сказал он. «Караул!» — в ужасе вопила гиена. «Все к шлюпкам!» Ной снова посмотрел на королевского пингвина. «Шлюпки?» «Для шлюпок места не нашлось», — прошептал королевский пингвин. «Не нашлось места для моркови, не нашлось места для помп, не нашлось места для шлюпок, и для меня здесь места нет», — бубнил носорог, проходя мимо. И тут Ноя осенило. «Эй, носорог!» — крикнул он и достал из кармана еще одну морковку. Носорог бросился к Ною, но тот нырнул в трюм. «Ку-ку, я здесь!» — позвал Ной. Огромный зверь рухнул на дно трюма. Корабль так качнуло, что одна из свинок чуть не выпала за борт. Ной поджидал у пробоины. Носорог рванул вперед, не замечая ни пробоины, ни воды, и он видел лишь восхитительную морковку. Но как только он приблизился, Ной отдернул приманку. Носорог не успел притормозить и врезался в борт, угодив рогом прямо в дыру. Зверь дергался, топал ногами, но рог застрял крепко-накрепко. Вода больше не хлестала. «Мы спасены!» — закричала гиена. «Носорог нас всех спас!» Животные подбежали в трюм посмотреть, что же такого сделал носорог. Носорог ужасно злился. «Ты герой, носорог!» — пропищала землеройка. «Если бы не ты, мы бы погибли!» — протявкала гиена. Носорог утих и прислушался. Что они там говорят? «Я ведь всех раздражаю!» — пробурчал он. «Какой же я герой!» «Самый настоящий!» — заверил его Ной и дал целых 2 морковки. Каждый, кто только мог, погладил носорога и почесал его за ухом, а павлин предложил прокричать «Ура!» в его честь. «Трехкратное ура носорогу! Ура! Ура! Ура!» — воскликнул Ной. «Надо же, ура в мою честь!» Носорог был так растроган, что чуть не плакал. «Как хорошо, что ты поплыл с нами!» — сказал Бобр. «Ты правда так думаешь?» — всхлипнул носорог. «Эй, вы там, в трюме! Дождь кончился!» — крикнул с трубы дятел. Тонкий луч солнца протиснулся сквозь тучи и осветил корабль. Ной почувствовал, как в волосах у него закопошилась Божья коровка. «Божья коровка, полети на небо!» Ной не успел договорить, Божья коровка взлетела, она поднималась выше и выше, вскоре ее уже было не разглядеть, зато через все небо от края до края перекинулась огромная яркая радуга. Вот такая вот история. На сегодня все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем Всем пока! пока!